Летние дни на Урале не всегда делают нам подарок в виде солнца и тепла. Но такое иногда случается, и сегодня нам повезло. Наши рюкзаки забиты под завязку, но как всегда, независимо от его размеров, хоть что-то да не хочет туда помещаться. Сегодня мы отправились в уникальное место, в трехдневный поход. Большой природный парк, оленьи ручьи, целый набор удивительных творений природы. В этом удивительном месте ты можешь почувствовать себя совершенно свободным от всего и по-настоящему живым. Хорошо, когда у тебя есть отпуск, ты на одной волне с природой, а природа в ответ дарует солнце и попутный ветер. На оленьих ручьях ты можешь окунуться в сказочные пейзажи, созданные природой. Здесь все так, как и должно быть в природном парке. Это и большие пещеры, и густые леса, чистейшая река, удивительные по форме скалы и холодные ручьи со своим миром под зеркалом реальности. И самое главное, здесь нет мобильной связи. Фантастика. Палатка и рюкзак, солнце и река, телефон без связи. В общем, отпуск можно считать удавшимся. Для меня это место имеет особую ценность. Ровно 10 лет назад я уже был здесь, и это был один из моих первых самостоятельных походов. И вот долгожданное возвращение. Наш поход пока не имеет конкретного плана. Мы будем просто идти и останавливаться в тех местах, где нам понравится. Особую атмосферу парку придают густые смешанные леса и живописные маршруты. Наш путь начался по главной тропинке. Сегодня был понедельник, и людей в парке практически не было. Только звуки леса, запахи трав и необычные виды. Маршрут сквозь живописный лес выводил нас к реке. Птицы в лесу были очень щедры на разговор. В таком окружении ты быстро погружаешься в состояние полного умиротворения. И идешь неспешно, наслаждаешься каждым своим шагом и каждым лесным звуком. Тропа вывела нас на один небольшой живописный утес. Здесь располагается рукотворный символ оленьих ручьев — фигура ангела. Скульптура выполнена шведской художницей и скульптором Ленной Эдвал. Такие фигуры были одновременно установлены в нескольких странах. Они получили название «Ангел единой надежды». По задумке художницы,
Ангелы опоясывают землю, располагаясь в удаленных друг от друга странах, и защищают людей от войн и зла. В России ангел Единой Надежды был установлен на Урале. Одновременно с ним ангелы были установлены в Австралии, в Канаде, Перу, на Гавайях и еще нескольких островах Тихого океана. Мы пересекли ручей с удивительно чистой водой. Здесь невозможно не остановиться. Вода холодная и чистая. Набираешь ее в ладони и погружаешь лицо в эту хрустальную гладь. Ощущение, что по коже пробегают иголки. Свежесть, прохлада. Появилась энергия для того, чтобы продолжать путь. Но мы еще немного остановились в этом прекрасном месте. Здесь очень живописно. Камни, журчание лесного ручья. Большие деревья дают тень и прохладу, а их широкие корни прекрасно заменяют скамейки. Тропа идет вдоль берега. Здесь она фиксирована в виде бокового мостика на скалах. Во время движения по деревянному мосту ощущения невероятные, особенно когда заглядываешь между досками вниз. В некоторых местах на берегу росли деревья. Строители тропы эти деревья оставили. Когда ты идешь рядом, создается ощущение, будто стволы прорастают сквозь деревянный настил. Выглядит это удивительно. Пройдя еще немного, мы встретили первую небольшую пещеру. Древний человек использовал ее как место своего проживания и оставил следы. Пещера с широким входом и не очень глубокая. Серые, неровные стены пещеры таят в себе осколки истории. Для детального изучения дальнего грота потребуется мощный фонарик. Стены здесь темного цвета. На нашем пути вдоль тропы встречается очень много
удивительных по форме скал. Годы работы воды и ветра создали невероятные по форме скульптуры. Так, скалой пьющая лошадь заканчивается малый маршрут парка. В некоторых ракурсах камни действительно похожи на склонившую голову к водопою лошадь. Проще эту скалу называют дыроватый камень. У нас есть много времени и много планов. Мы следуем далее, туда, где меньше людей и больше природы. В понедельник в таких местах просто прекрасно. Проходит очередная неспешная часть нашего пути. Здесь тропа проходит вдоль живописного хвойного леса. Совсем рядом протекает река. Под разговор с лесными птицами легкие наполняются невероятно чистым воздухом с ароматами хвои и влажного мха. Это момент, когда ты идешь, не замечая шагов. Тропа будто скользит под твоими ногами, а минуты идут. Они идут невероятно быстро. Все мысли покидают твой разум. Незаметно густой лес заканчивается. Тропинка выходит на живописный заливной луг. Зеленый цвет кто-то резко усилил, как будто разлил целую банку ярких красок. А потом поверх кистью нанес яркие цветы. На залитом солнцем летнем лугу все живет своей жизнью. Сотни насекомых, у них свой мир, свои заботы. А у нас сегодня забот никаких. Мы вышли на переправу. Впереди подвесной мост. В парке есть несколько таких мостов. Каждый удивляет своим прекрасным видом. Переход по подвесному мосту – занятие забавное. Вода в реке быстрым потоком уходит вдаль. Раскачивание подвесного моста создает ощущение, что вместе с этим потоком уносит и тебя. Мы нашли прекрасное место. Каменистый берег реки, участок с бурным течением. Время идет очень быстро. Появился голод, и пришло время обеда. Отправиться в путь, не открыв консерву и не помакав в нее хлебом, просто невозможно. Вот и все. Банка пуста. А голод прошел. И голова начинает соображать гораздо яснее. Все, решение принято. Ставим палатку здесь. Оставляем весомые, объемные вещи внутри. Дальше продолжим путь налегке. А потом мы вернемся сюда обратно. Для того, чтобы увидеть закат
и рассвет. Нужно увидеть все это в этом фантастическом месте. Весь вечер еще впереди. Палатка установлена, а вещи выгружены. И мы уходим в лесную чащу. Следуя за теплым ветром, мы направляемся дальше, чтобы спуститься в одну из самых больших пещер на Урале под названием Пещера Дружба. Поставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. В скором времени мы встретимся снова.